часто ты смотришь работу других мастеров и задаешься вопросом, почему у них так красиво получается, а у меня нет? Ведь я делаю все то же самое. А что, если я тебе скажу, что ты делаешь все так, просто не уделяешь внимания деталям? Как нам известно, все строится на незначительных, но важных моментах. И в этом видео я расскажу тебе 7 важных шагов в окрашивании бровей, которым стоит уделить внимание, но не каждый это делает. Поэтому внимательно смотри видео до конца, а в конце тебя ждет подарок. Привет, я Анастасия, практикующий мастер-бровист, автор книги и курсов по оформлению бровей. На своем канале я бесплатно делюсь той информацией, которую многие не дают даже за деньги, поэтому не забудь подписаться на мой канал. Шаг первый. Правильно подготовь кожу. Сухая кожа всегда будет окрашиваться пятнами, поэтому обязательно возьми щеточку и посмотри состояние кожного покрова под волосками. Для нормальной и жирной кожи достаточно будет только пенки, но если при осмотре ты увидела, что кожа сухая или обезвоженная, то нужно обязательно воспользоваться увлажнением. Для этих целей я использую Lash Flex от Elan. Он не имеет в своем составе масел и жиров, а значит, краска ярко и равномерно прокрасит кожу. Если ты будешь использовать скрабы или пилинги, то это может привести к раздражению кожи, а в дальнейшем может получиться ожог. Шаг второй. Рисуй ровный и чистый эскиз. Как ты думаешь, какая бровь подкрасится равномернее, правая или левая? Посмотри сначала на левую бровь. Видишь, какая неровная идет нижняя линия, соответственно краска ляжет такими же неровными буграми. И вот для сравнения правая бровь, только посмотри, насколько она ровная и чистая, соответственно на этой брови окрашивание будет в 100 раз лучше. Для подчищения я использую кератин клинсер от Elan. Он прекрасно не только почистит линию, но и уберет жирный след от пасты на коже, а это также влияет на яркий и четкий след. Шаг третий. Тщательно замешивай краситель. Если краску замешать неравномерно, то и на кожу она ляжет разными цветами. Где-то может получиться более яркий оттенок, а где-то более полупрозрачный. Шаг четвертый. Сразу бери большое количество красителя на кисть. Я имею в виду тот случай, когда ты работаешь кремовой краской, а не гелевой от Bronson. Затем поставь эту каплю краски прямо под апекс и немного распредели ее от апекса до хвостика. Так сразу заполнятся 2/3 брови. Следующим шагом тебе необходимо уделить больше внимания нижним линиям, для того чтобы окрашивание получилось более ровным. Для этого возьми скошенную кисть таким образом, чтобы острый угол всегда смотрел в направлении переносицы. И начинай распределять краску по границам. Именно поэтому не стоит так много уделять времени на то, чтобы выложить краску внутри брови. Поскольку когда ты выкладываешь краску именно по границам, то внутри брови она все равно автоматически заполняется. А почему так? Смотри дальше. После того, как ты выложишь весь хвостик одной брови, обязательно растушуй границы, чтобы не было четкого перехода. Только после того, как ты выложила краситель на 2 хвостика, переходи на начало брови. Такая техника напрямую влияет на градиент окрашивания, чтобы хвостик был темнее, чем начало. Внимательно посмотри, как я выкладываю краситель. Я уделяю большое внимание границе нижней линии, а тело брови автоматически заполняется краской, поскольку кисть практически плашмя лежит на всей поверхности. Затем я уже нанесенную краску растягиваю на верхнюю линию брови. То же самое я повторяю с соседней бровью. Еще раз внимательно следи, как я держу кисть и как наношу краситель. Экран из-за меня немного расфокусировался, но я думаю, что техника все равно видна. Также внимательно посмотри на кисть. Я перевернула ее острым углом в направлении переносицы. Если ты перевернешь свою скошенную кисточку, то равномерно окрасить у тебя не получится, или это будет сделать невероятно сложно. Выкладка краски должна занимать не больше, чем 3-5 минут. Иначе, чем дольше ты ее выкладываешь, тем больше шанс получить черные яркие брови. Шаг шестой. Продублируй все свои действия. Возьми кисть и проведи ею по всему телу брови. Таким образом, ты сможешь убедиться, что краска прошла сквозь волоски и лежит равномерно на коже. Ведь непрокрашенная середина брови – частая проблема, поскольку многие уделяют внимание только границам. После тела брови продублируем границы. Натяни кожу, возьми кисть острой скошенной частью и веди ее исключительно по границам. Таким образом, границы будут очень красивые и невероятно ровные.
Время выкладки должно занимать не более 3-5 минут. Иначе, чем дольше ты выкладываешь краску, тем выше шанс затемнить бровь. Шаг 7. Равномерно растушевывай начало брови. Для этого я использую щеточку с обычной пенкой для очищения. В момент тушевки я не трогаю нижнюю линию. Тушую только вверх и под скосом. В самое начало брови я снимаю краску в 0 и немного распределяю краситель по телу. Тогда ты получишь мягкий и плавный градиент. А краску, которая вышла за границы бровей, я убираю влажной ватной палочкой. Затем сухой ватной палочкой я убираю вверх начала брови, потому что там краска больше нам не нужна. Те же действия я повторяю на другой брови. Если ты передержала краску и получила четкое начало брови, то возьми молочко Bübchen или ремуль для того, чтобы его растушевать. А если брови получились яркие, насыщенные, такие черные, то рекомендую посмотреть мое видео «Исправляем черные брови». Если ты следила всем моим рекомендациям, то окрашивание получилось четким, равномерным и красивым. Также хочу тебе напомнить, что краску надо смывать полностью. Недостаточно пройтись только влажным ватным диском, особенно если брови густые. Обязательно воспользуйся шампунем для бровей. Он ни в коем случае не смоет краску с кожи, но при этом вычистит весь краситель из-под волосков. И, пожалуйста, не запрещай клиентам умываться вечером после процедуры. А как правильно нужно ухаживать за своими бровями после процедуры, я напишу в гайде, который скажу, как получить в конце видео. А вот и результат. Посмотри, какое красивое у нас окрашивание получилось. Насколько ровно прокрашена кожа. Легкий градиент, а главное попадание в УГТ клиента. Как тебе результат? Мне очень нравится. Обязательно пиши в комментариях, какие шаги для тебя были полезными, а какие ты уже использовал в своей работе. А теперь подарок. Я хочу подарить тебе гайд по равномерному окрашиванию бровей, чтобы ты его распечатал и он всегда был при тебе. Ведь я знаю, когда ты только начинаешь работать с клиентами или моделями, теряются и путаются абсолютно все мысли. И можно даже забыть смешать краску и оксид. У меня такое было. А чтобы получить гайд, обязательно подпишись на мой инстаграм, выстави себе в сторис скрин этого видео, или ты можешь сделать фото, как ты смотришь это видео. Обязательно отметь меня, чтобы я увидела эту отметку, и в течение дня я вышлю тебе подарок. А мое видео подошло к концу. Поставь лайк этому ролику, не забудь подписаться на мой канал, и до встречи в следующем видео. Пока-пока!